Всем привет, дорогие друзья, канал Ранчо у Санчо. Баранинка, хорошая, вкусная баранина. А это значит, что сегодня будет в моей рубрике это шашлык. Настоящий, кавказский, хороший, вкусный шашлык из баранины. Я съездил на рынок к своему мяснику, попросил мне разделать сразу же баранью ногу. Он мне удалил кости, удалил лимфоузлы. Теперь мне осталось только отделить мясо от пленки, лишние жирки зачистить. На это потребуется немного времени, но зато мясо будет гораздо вкуснее. Помчали. Максимально зачищаем все пленки, потому что они просто будут мешаться. Вот здесь вот сверху вот эта вот пленка. Тоже ее убираем. Мясо должно быть чистое. Максимум, что оставляем прожилки, чтобы при жарке мясо было сочнее. А теперь нарезаем это все на порционные кусочки. Кусочки должны быть не очень большие, потому что мясо баранины гораздо дольше готовится. Ну не гораздо, ладно, дольше готовится, чем свинина. Но и в то же время не маленькие, потому что она будет сухая. Делаем приблизительные кусочки чуть поменьше, чем мы привыкли делать свинину. Друзья, к баранине в основном никакие специи не нужны. Чем меньше специй, тем вкуснее. Прям добавляем соль сверху. Добавляем черный молотый перец. Переворачиваем. Также солим. И черный молотый перец. Теперь хорошо повминайте черный перец и соль в шашлык. Баранина молочком пахнет. Я скажу так, что маринад это всего лишь одна какая-то часть, составляющая для хорошего шашлыка. А вообще это мясо. Если мясо хорошее, то и шашлык будет очень вкусным. Теперь к баранине нужно добавить побольше лука. Мариновать будем в большом количестве лука. Берем репчатый лук и просто нарезаем на полукольца, чтобы просто он отдал сок. Прямо его в руках хорошо жмем, чтобы он побыстрее отдавал свой сок баранине. Теперь перекладываем все в тару, где будем мариновать мясо. Я добавлю немного, буквально специй. Смотрите сами, можно вообще не добавлять соль, лук, перец, больше баранине ничего не нужно, но совсем чуть-чуть, дабы выразить немного вот вкус, ароматику. Добавляем сюда чеснок. 4 зубчика на 1,5 килограмма. И на специи добавляем совсем немного подсолнечного масла. Во-первых, образуется хорошая корочка при жарке. А во-вторых, специи в масле просто лучше раскрываются. Буквально 3 столовых ложки. И теперь здесь хорошо все вымешиваем. И вот в таком вот маринаде достаточно буквально часа 3, наверное, чтобы промариновалось. Можно вообще оставлять смело на сутки. Я оставлю на 3 часа. Ну а далее я буду жарить его. В теплом помещении, кстати, оставляю на 3 часа.
Какие ароматы стоят, друзья. Потрясающе. Ну и очищаем от лука, потому что лук будет гореть на углях. И насаживаем это все на шампура. Мясо, кстати, очень мягкое, очень легко насаживается на шампура. Мясо насаживаем так, чтобы не совсем вот так вот вплотную было, а делаем небольшие вот такие промежутки. Так мясо гораздо быстрее и лучше прожарится. Но не только же должен быть у нас праздник, но и у собак тоже. Друзья, к такому шашлыку нужно подать хороший кавказский соус. Основа кавказского соуса – это томаты. Томаты можете брать любые. Можете протертые томаты взять. Можете взять томатную пасту. Но томатная паста, она достаточно кислит, поэтому ее придется сбалансировать с сахаром. Либо же можете взять какой-нибудь хороший натуральный кетчуп. В общем, это должны быть какие-то томаты. У меня протертые томаты. Берем тару, где мы будем замешивать. И отправляем сюда протертые помидоры. Вот, я думаю, мне столько хватит. И сюда отправляем мелко нарезанный лук. Я взял красный, так будет более симпатичней. И нарезаем вот такой вот лук потоньше. Вот 1,5 небольших головки будет достаточно. Его здесь хорошо помните, чтобы он рассоединился. И добавляйте в соус. Обязательно в кавказском соусе должна быть кинза. Мелко нарубаем. Заменить петрушкой в этот раз не получится. Только кинза и ничего другого. И сюда же. Чтобы придать некую пикантность и небольшую остринку, добавляем сюда чеснок. Можно его раздавить и мелко шинкуем. Почему именно мелко шинкуем? Он должен немного чувствоваться. Если вы пропустите это все через чеснокодавилку, ну это уже будет совершенно другая песня. Два-три больших вот таких вот зубчика отправляем сюда же. Небольшую кислинку нужно придать этому соусу. Добавляем сюда соль по вкусу. И добавляем совсем немного черного молотого перца для аромата. И теперь это все хорошо перемешиваем. Очень простой, но очень пикантный ароматный соус к шашлыку. Без него не обходится просто ни одно шашлычное блюдо. И остринка, и томатная основа, и вот лучок, и обязательно кинза. И обязательно пробуйте, что же у вас получается. Мне не хватает немного лимончика. Возможно, кто любит поострее, добавьте сюда немного острого перца. Но чеснок играет свою роль. А также нужно сделать хорошую посыпку для шашлыка. Берем такой же красный лук, нарезаем на полукольца. И также на мелкие вот такие вот полукольца. Также укропчика возьмите. И мелко измельчить. Чуть-чуть добавляем соли. Добавляем немного черного молотого перца. И обычного 9% уксуса слегка сверху полейте, буквально чайную ложку. И вот так вот здесь хорошо пожамкайте. Поверьте, вот таким вот кисленьким немного лучком посыпать на баранинку. Ай, вах, как будет очень вкусно. Главное правило с бараниной — это не пережарить ее. Да, в принципе, с любым шашлыком. Но просто баранина совсем прям не любит, когда ее пересушивают. Вот жир капает,
Вот когда вот практически он вытапливается, значит это шашлык готов. Когда шашлык уже практически готов, вот так вот положим лавашек, чтобы он немного пропитался вкусом шашлыка и подогрелся. Вот он, вкуснейший, сочный шашлык. Сверху обязательно посыпьте лучком. Друзья, ну чтобы показать, насколько же это все сочно, берем кусочек. Снимаем его отсюда. Разрезать его не надо, вот просто я на него чуть-чуть надавлю. Посмотрите просто, сколько сока бежит. Это очень, конечно, горячо. По приготовлению, посмотрите. Мясо все приготовленное. Вот оно. Сока с него, как я и говорил, бежит очень много. Ну, я уже, конечно, все выдавил, но при этом все равно. Посмотрите, сколько сока. Вот что значит качественное, вкусно пожаренное мясо. Ну и его просто остается что? Макнуть вот в такой вот потрясающий вкусный соус и пробовать. Мягчайшее мясо, просто баранина. Вкус практически не чувствуется. Выбирайте хорошее молодое мясо баранины. Вот такой вот лавашек. Вот немного лучка зачерпните. Вот этот вот лук с кислинкой. И хороший, потрясающий соус. Друзья, что может быть лучше вкусного, хорошего шашлыка из баранины с вкуснейшим соусом? Вот порой свинина даже не получается такой нежный, такой сочный, такой вкусный. Друзья, я вот хочу честно сказать, вот я вот прям не особо любитель баранины. Но вот такой вот шашлык, когда вы выбираете хорошее мясо, вот так вот правильно замариновано, здесь нету практически специй, то есть соль, перец, лук, ничего более. Подать хороший соус и хороший лук. Отдыхайте с друзьями очень вкусно, наслаждайтесь хорошей природой. Друзья, всем спасибо огромное, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем приятных выходных, пока!